А у нас сильный дождь, еще и с градом. А температура 23 градуса тепла. Вообще не понимаю, откуда берутся эти льдинки. Ух, еще молния такая. Ой. Обещали вчера грозу, но на сегодня. Боюсь за растения, за свои посадки, чтобы не побило их градом. Да, похоже, уже и заканчивается. Не успели испугаться. Тимофей наш накупался сегодня. Чистенький. Мы идем на рынок сегодня. Хотим посмотреть, появилась ли в продаже черешня. После дождика вчера шел ливень весь день с градом. И сегодня так свежо. Но вроде бы это всего лишь один день будет. Завтра снова будет 25. Солнце. Но все равно нормально. В курточке в легкой нормально. На рынке мы купили клубничку. Вот такую. По 400 динар. Килограммчик взяли. Помидоры. Немножко. Помидоры еще пока такие самые первые и тепличные. Поэтому дорого. Взяла 3 штучки всего лишь. Они по 320 динар. Это розовый сорт. Вот. Хотя в магазине мы брали по 300. Но в общем все равно это дорого. Ну и першун. Как всегда, это петрушечка. Пучочек 50 динар всего лишь. Все наши покупки. Пока особо ничего. Черешня уже была, но она самая первая. Такая какая-то прям видно по ней мелкая. Я не думаю, что она будет сладкая, сочная. В общем, мы подождем пока. И дороговато. Пока по 600 она. Самую дешевую я видела по 500. В общем, пока не стоит. Надо подождать. Как всегда, гонщики. Здесь любят погонять и на мотоциклах, и на машинах. Хоть и не жарко сегодня, но к водичке все равно тянет. Все время хочется подойти поближе. Такая заросшая. Грязненькая. Ну, чуть-чуть, я не знаю вообще. Наверное, у рек всегда такие берега. Это не море. В море, конечно, есть свои там приколюхи, типа медуз и водорослей. Вот. Я не особо большой знаток по рекам, но мне кажется, всегда берега как-то заросшие. Да, солнышка сегодня нет, конечно. Ну, завтра вроде бы обещают уже прям солнце. И что-то там 25-26. Вот я иду сейчас по центру города и думаю, ну как вот здесь выбрать? Вот с одной стороны хочется, чтобы был свой дом, чтобы была земля, сажать, выращивать растения. А с другой стороны... Мы сели на автобус, и через 7 минут мы в самом центре города, где можно продавать мои картины, где есть все. И развлекачки, и медицина, и магазины, и продукты. Продукты вообще у нас прям рядом с домом огромный магазин.
Вот поэтому и думаешь, где бы найти эту золотую середину. Но, конечно, наверное, шикарный вариант – это дом где-то в городе, но это очень дорого. Поэтому мы живем в квартире. Вот, я, во всяком случае, сын особо не горит желанием что-то выращивать, а я люблю все это, поэтому живем в квартире, потому что это практично. И мечтаю о том, что когда-то все равно свой будет дом. Вот так мы и живем. Мы пришли в Бажур. Нам нужно евро поменять на динар. Вот как раз светится 117,2. Это если нужно продать. И 117,7, если купить евро. Вот, и рядом магазинчик, где продаются картины. Хочу зайти поснимать, какие там цены на картины. А картины-то не разрешили снимать. Сказали, что художники запрещают фотографировать свои картины. Вот так вот. А я не запрещаю никому. Мы снова зашли в магазин Нью-Йоркер. Вообще супер просто. Я им не перестаю восхищаться. Мы в прошлый раз здесь удачно закупились. И в этот раз снова. Сейчас опять распродажи. И мы купили 3 классных кофты вообще на молнии, удобные. По 1300 динар. Ну, то есть на рубли, соответственно, это 1000 рублей. Вот они висят. Ты чё сидишь такой? Пойдем. В общем, 2 кофты оказались по 1300, а одна вообще 700 динар. То есть это меньше 500, ну там 500 рублей, да. Вот. Причем они тепленькие, такие толстовочки. И я решила себе тоже взять. Вот она такая теплая, классная. Вот, она такого нежно-голубого цвета. Здесь просто свет так падает, непонятно. Еще одна была вот такая красненькая, но мне она меньше понравилась. Я себе возьму вот такую. Хочу показать, что мы купили в магазине Нью-Йоркер. Нью-Йоркер называется так. В прошлый раз, когда мы туда зашли, мы попали, как раз была распродажа, очень много всяких джинс, брюк. И мы сыну купили несколько пар брюк. Точно даже не помню сколько, по-моему, 4, что ли. Вот. А сегодня были снижены, хорошо так снижены цены. В 2 раза примерно. На разные такие вот зимние вещички, типа толстовочек, кофт. И мы тоже с ним взяли. В общем, самые дорогие стоили 1300 динар. Ну, это со скидкой, конечно же, уже. И все остальные подешевле были вообще по 700 динар. Вот такую вот толстовочку я себе прикупила. Вот. Она стоит 700 динар. Ну, на рубли это сколько там? 550 рублей получается. Ой, сейчас я клубнику уберу, то тут все перепачкаю. Клубника, кстати, с рынка оказалась самая вкусная. Мы уже брали ее в этом году, наверное, раз 5. Вот сейчас она самая вкусная, хорошая клубничка. По 400 динар, как я уже говорила, мы ее брали. Вот, в общем, вот такая толстовочка это мне. Качество отличное. Магазин это немецкий. Нью-Йоркер называется. Это от слова Нью-Йорк, от названия города американского. Но это как типа Москва, москвич, Нью-Йоркер. То есть житель Нью-Йорка. Вот вообще странно, что такое название. Как бы компания немецкая. Почему такое название, не знаю. Такая вот она клювенькая. Вот. А это, ну, вот эти вот по 700 тоже динар были. Ну, не взять было невозможно. Это сыну. Вот такие вот. Оп. Красный тоже. Вообще у меня сын не любит покупать вещи, вот одежду. Я
всякими обманными путями обычно. Говорю ему, когда мы просто проходим мимо, я говорю, ну давай, ну зайдем посмотрим. И как бы его на этом подлавливаю. Он говорит, ну ладно, идет послушно за мной, и я начинаю. А вот возьми вот это померь. А смотри, какая хорошая вещичка, давай померяем. И начинаю ему накидывать. Он просто не любит ужасно вот выбирать что-то там, думать про одежду. Вот, то есть у него нет какого-то вот азарта и тяги к одежде именно, чтобы там как-то одеться особенно. Поэтому мне приходится самой настаивать на том, чтобы ему... Он всегда говорит, да у меня все есть, зачем мне? Ну, как бы понятное дело, что все есть, но иногда хочется чего-то новенького, особенно если это по хорошей цене. Вот этот вот тоже свитерок такой, тоже он стоил 700 динар всего лишь. Просто классный, он такой молодежненький, супер. Вот, в общем, в результате мы купили одну мне. Раз, два, три, четыре, 5 и 6 кофт сыну. Вот, наверное, много. Ой, у меня там кот с ума сошел, кричит. Что ты так кричишь-то, Тимош? Что ты надрываешься-то? Ой, заходи, Чуча. Вот такая еще. Это на молнии. Вообще она мне очень понравилась, потому что она удобная. Это стоило 1300. Вот это стоило 1300. Тоже такая она с таким молодежным принтом. Прикольным. На спинке. Ну, 1300 минус 20%. Это где-то 1040 рублей. 1000, короче говоря, рублей. Вот это самая дорогая. Остальные по 700. Две. Вот это 1300 и вот это 1300. Но это вообще она прям как кофта. Ее можно... Она такого... Не сказать, что она спортивного вида. Мне понравилась она тоже. Это мужская. Сыну тоже. Тоже 1300 она стоила. На рубле 1000. Плотненькая такая, хорошая. Вот. Так что магазин ЛЦ Вайкики и Нью-Йоркер мои фавориты сейчас. То есть мне там прям очень нравится покупать. Там очень часто бывают распродажи, цены, как вы видите, вообще невысокие. Ну, конечно, если покупать по распродаже. Не просто зашел, купил, там какая вещь тебе понравилась, вот, а все-таки экономить деньги, то везти однозначно из России ничего не нужно было. Я просто вот покупала, думала, что здесь ничего не будет или будет все очень дорого. И сейчас я, конечно, понимаю, что это была большая глупость. Не нужно было этого делать. Здесь можно купить все вещи и дешевле, и отличного качества. Лучше, чем я там покупала на ВБ и так далее. Вот, так что кто планирует переезжать, не повторяйте моих ошибок, не везите сюда вещи с запасом. Здесь все можно купить и дешевле. В самом центре города находится торговый центр Форум, вот там вот находятся все эти компании, и ЛЦ Вайкики, и Нью-Йоркер, вот так вот выглядит. Немецкая компания. Не рекламирую, просто констатирую факт, что вещи классные и бывают распродажи, когда можно себе купить все дешево. Не знаю, видно или нет, все усыпано черешней. Шикарная большая черешня, старенькая. Все в черешенках. Вот такая красота. Пробовать не буду. Интересно, вот у нас в нашем райончике буквально 3 минуты отсюда, где у нас находится наш дом, там всегда почему-то прохладнее, чем вот здесь. Вот буквально 3 минуты разницы ходьбы.
Сюда выходишь, и здесь просто жара. То есть и даже когда прохладно, там у нас холоднее, чем здесь. Вообще не понимаю, чем это объяснить можно. То ли больше асфальта здесь. Из-за этого, что ли, не знаю. Но это уже мы заметили не первый раз. У нас всегда чуть-чуть прохладнее. Оплатили счет снова в менячнице. Снова у нас за квартиру большой счет. Аж 10 тысяч почти. 9,5. Но это не за квартиру, а второй счет мы оплачиваем. Квартира, квартплата плюс те расходы, которые мы порешали на собрании общедомовом, на благоустройство дома. То есть это камеры, это освещение. Что-то там еще уже не помню. Но, в общем, второй счет у нас приходит в десятка. Надеюсь, что это все. Вот, или во всяком случае не намного будет больше. А так вообще квартплата у нас 4500. Мы снова в городе сам приехали. Эпопея у нас еще не закончилась с моими подставками. Вот нам понадобились еще 2 вот таких планочки. По 159, да, Никит? 159 динар за каждую. 1,20 м длиной. В общем, Сербии дерево дорого. Не могу понять, почему. Своего леса вроде бы много. Вот такие интересные. Смотрю на них. 14 тысяч и 7,5. Экзотика. Похоже на керамику, глину. В общем, таких, как мы покупали для моих конструкций, уже нет. Есть какие-то немножко другие, большие. А таких уже и нет. Но здесь такая система, что можно заказать. Можно подойти, там есть экранчик при входе возле кассы. Можно просто, зная артикул, заказать, чтобы их привезли. Вот. Больше нам ничего не надо, кроме этих планок. Все, пойдем дальше на кассу. Ковер прикольно увидела в виде шкуры. Рисунок в виде шкуры мне нравится. Хотя он, наверное, надоест. 5,999, 5,600. Такой он не... Ой, 5,999, 6000, да. Что-то я попуталась. Прикольный, мне нравится вообще. Ну, у нас есть уже ковер, мы заморачиваться не будем. Правда, он тоненький, надо сказать, такой тонковатый. Да и вообще лишний пылесборник, да, Никит? Мы сейчас вот уже холода закончились. Мы сейчас наш ковер почистим и свернем его. И все. И пол удобно мыть. Пол открытый, деревянный, промыл. Красота. Вот есть такой экран. Здесь можно выбрать, какой артикул, если вы знаете, что вам нужно. И просто посмотреть в наличии, сколько штук. Даже если это нет его на витрине, можно проверить. Может, у них на складе где-то есть. И заказать можно. В общем, удобненько. Ладно, нам ничего не надо. Все, мы пошли на кассу с планками. Здесь рядом с Урадисам еще есть, не рядом, а в этом же здании, есть Мегамакси. Ну, что-то я даже не знаю, заходить нет. Как-то мы там единственное, по-моему, клубнику как-то покупали, и то сейчас она на рынке намного вкуснее и дешевле. Я думаю, наверное, не пойдем мы. Пойдем. Все, хватит. Хватит тратить деньги. Мы снова едем продавать картины. Это у нас ромы приезжают в мусорке что-то интересное находить. Ой, ой, какие вы злые, ой. Кошмар. Злющие какие. Там большая собака живет.
действительно страшно выглядит. И маленькая. Вот они обе всегда лают. Но это не мы их так сильно раздразнили. Это вот как раз лошадь, телега с ромами. Ну, а мы, как всегда, запряжены вручную. У нас маленькая тележка и пакет. Хорошо, сегодня не жарко. Ну, не холодно, конечно, но не жарко. Снова такие розочки красивые. По дороге везде встречаются. А нам вот туда, в ту улицу. Вот вообще дом весь в розах. Какая красота. Там даже есть редкий цвет, очень такой сиреневый. Близко не буду подходить, потому что мы спешим. Но мне кажется, видно. А вот какая красота. Как палисадник оформлен красиво. Супер такая роза. До 2-го этажа. Красотища. Сегодня вот эта моя работа приобрела себе новый дом. Работа называется «Маленькая леди». Я сегодня закончила еще одну свою работу. Я начала ее рисовать еще месяц назад. Сделала подмалевок и отложила в долгий ящик. Почему-то мне не хотелось к ней возвращаться. Вот, а вот сегодня я ее наконец-то доделала. Дорисовала. Следующую свою картину я буду рисовать примерно вот такую. Почему говорю примерно? Потому что я здесь много что поменяю. Мне не очень нравится. Как сюжет нормально, но все я оставлять в таком виде не буду. Однозначно я уберу вот эти вот цветы. В общем, ну, это картинка, поэтому здесь, конечно, перебор. Мне столько сиреневых цветов не нужно. Я ставлю лаванду на первом плане сиреневую, а дальше все это, конечно, минимизирую. Возможно, я сделаю еще какие-то там цветочки, там светленькие, розовые, светлые, не яркие. В общем, здесь, конечно, с сиреневым цветом перебор. А так сюжет интересный. У нас сегодня опять весь день шел дождик. И, наверное, еще будет пасмурно. Вот. В общем, я рисую. Сын занят тоже делом. И, наверное, сейчас только мы выйдем. Целый день были дома. Вот. А я хочу собрать свой урожай клубники, который у нас вырос на подоконнике. Вот здесь уже 3 штучки прям красненькие. Их можно сорвать. Где-то... Вот. Да где ж ты? Не видно тебя никак. В общем, 3 штуки красные. Вот они. Я думаю, они не будут сладкие, потому что им бы еще повисеть, но я боюсь, что в сырости они просто начнут гнить и пропадут. Вот. Так что вот такой у меня урожай на подоконнике. И на втором, вот во втором горшочке тоже клубника, там тоже есть красненькая, но я ее оставлю до завтра. Ну, зарядил дождик. Мы решили сходить до магазина вечерочком уже. Он опять идет.
Это мои розочки перед подъездом. Дождик их поливает, хорошо. Мне просто уже там ставить у себя под окном некуда, поэтому я возле подъезда поставила. Неохота под дождем идти, конечно, но надо. Я на ужин сегодня не успела ничего приготовить, поэтому мы идем в Рошель. Но что-то у меня такое ощущение, что там ничего нет. Мне кажется, там ничего нет уже, Никит. Надо было в другом Рошеле брать. Так, самое время у нас. 00:00. Самое время на завтра готовить. Что будем варить на гарнир? Рис, гречку. Что будешь? Давай рис. Макароны, рис. В общем, без ужина мы не остались. Все-таки Рошель работал. Купили. Правда, мне почему-то резко перехотелось. Купили только Никите, а я решила творожком покушать, поужинать. Вот. Там они уже заканчивали работать, но раздули там угли все эти и приготовили. А так она уже, мне показалось, что она собиралась уходить уже. Все, готовим ужин и спать ложимся. Если нам позволит. Подтвердил. Ну что делать, отпускать его на ночь? Отпускать! Отпускать! Ладно, пойду открою, отпущу. Тимошенька. Пару слов. Да не надо, ты видишь, он не в себе, его жалко прям вообще. У малыша гон. Гон начался, гонит он. Ты что гонишь? Иди. Иди, чуча маленькая. Мне его прям жалко вообще. Ой, по нему видно, что он не в себе, просто, знаешь. Не своим голосом кричит. Так, здесь у нас что? Здесь у нас индейка варится. В Лидле купила по 320. Вот ты вот подошел и все испортил, понимаешь, насвинячил. В общем, в Лидле купила. Это крылья индейки, стоят 320 динар за килограмм. Ну хватит. Ну, Никит, не балуйся. Все, в общем, готовим ужин и будем спать ложиться. Всем пока!